Добрый вечер, друзья! Вот и завершилась короткая программа у женщин. Знакомлю вас с оценками, полученными фигуристками при прокате. Есть истина, которая практически не оспаривается. Это прокат без ошибок и почти гарантированное первое место в короткой программе у женщин. Это было доказано Аленой Косторной. Она единственная из всех претенденток на самые высокие места в отсутствии приболевшей Анны Щербаковой сумела без ошибок откатать короткую программу. Напоминаю, что чемпионки Европы чисто покорились все прыжковые элементы, а это сольный двойной аксель и тройной лутц, а также каскад тройной флип, тройной тулуп. А теперь о распределении остальных мест участниками соревнований. Напоминаю, никто из них не избежал досадных падений. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, как всегда блистательно исполнившая тройной аксель, за что получила справедливую похвалу Татьяны Тарасовой. Но сказалась старая беда Лизы – это неумение собраться в нужный момент. Так, после выполнения сложнейшего элемента ультра-си, она допустила степ-аут при ошибке на тройном флипе. Удачное завершение программы, а именно ее прыжковой части каскадом тройной лутц, двойной тулуп, немного подсластило горечь неудачи. Итог этому второе место. Третье место по итогам короткой программы у Александры Трусовой, фигуристки, имеющей в своем арсенале наиболее сложные прыжки. Однако самый сложный как раз и не удался. Спортсменка упала при выполнении тройного акселя, и кроме того он был засчитан судьями как двойной из-за недокрута. С остальными более легкими прыжками у Саши проблем не возникло, но выше третьего места она не поднялась. Анастасия Гулякова, Елизавета Нугманова и Софья Самодурова заняли места с 4 по 6 соответственно. Ну а теперь отрывы, сложившиеся после короткой программы. Чуть более чем на 4 балла и ровно на 8 баллов Алена Косторная опережает перед произвольной программой Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову. У нее 78,84 балла. Стоит также отметить, что фигуристки, занявшие место с 4 по 6, находятся в непосредственной близости от третьего места и при удачном стечении обстоятельств могут рассчитывать на бронзу. Хотя, как мне кажется, выиграть ее у Александры Трусовой будет архисложно. Тем более она наверняка включит в свою произвольную программу 2 или 3 сложнейших прыжка. Это я к тому, что борьба за первое место совсем не закончена. История знает массу примеров, когда с легкостью нивелировался отрыв в 8 и более баллов. Поэтому пожелаем удачи всем спортсменкам при выступлении в произвольной программе, которая состоится сегодня в 19:10 по Москве. А тем временем передаю самые последние новости с Гран-при России. Пришла нерадостная информация о заболевании Евгении Медведевой коронавирусом. Сейчас спортсменка находится на карантине. Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на Гран-при России по фигурному катанию, опередивший Мориса Квитилашвили из Грузии на 6 баллов и на 13 россиянина Петра Гуменника. 1,5 балла до бронзовой медали не хватило Дмитрию Алиеву. Сейчас проходят соревнования у спортивных пар и танцоров. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите самые главные новости дня. С уважением, Ренат.